Herzlich willkommen, с вами Зели, и сегодня я расскажу вам, что такое игра «Сломанный телефон» в реальной жизни и как ее адаптировали в Sims 4. Сломанный телефон — это игра, где один человек шепчет фразу другому, и тот передает ее дальше, и в итоге она сильно изменяется. Мы решили перенести эту игру в Sims 4, и вот как это получилось. Правила челленджа. Во-первых, допустим, я получила от одной участницы участок с размытой картинкой дома. Во-вторых, моя задача была построить дом, не зная всех деталей, ориентируясь только на эту картинку. И в-третьих, после завершения работы я передаю эстафету следующей участнице, и уже она будет строить на основе того, что получилось у меня. Итак, по цепочке. В этом ролике я снимала с прекрасными девушками, с Кседа Сим, Джелли Сим и Стейси Симс. Выражаю огромнейшую благодарность за то, что приняли участие в данном челлендже. Хотелось бы отметить, что у каждого из них на канале свой уникальный контент. Поэтому переходите на их каналы, чтобы увидеть их версии челленджа. И, конечно же, не пропустите все смешные моменты. Что же, пока я с вами приветствовалась и также рассказывала правила этого челленджа, на заднем плане вы видели стройку моего дома, который в итоге пойдет следующей участнице. Следующая участница у нас Кседа Сим, поэтому что же, предлагаю сейчас попробовать дозвониться до нее и передать уже эстафету, трубочку именно ей. Алло, алло. Да, алло. На связи Кседа Сим. Всем привет! Сегодня я принимаю участие в таком проекте, как «Сломанный телефон». Первая в ветке Зелли. И это немножечко волнительно. Волнительно, потому что ты не знаешь, что будет дальше после тебя, и тебе страшно, что ты что-то испортишь, потому что я очень сильно боюсь, что я что-то увидела не так, и дом с самого начала будет абсолютно другой. Тут есть два варианта развития событий. Либо все пойдет по одному месту, потому что я дом абсолютно по-другому застроила, либо это будет наоборот интересней, потому что всегда интересно наблюдать за контрастом. Этот челлендж не может быть веселым, если все работы на протяжении всего временного промежутка будут одинаковыми. Поэтому все может быть даже к лучшему. Тем временем я уже активно занимаюсь строительством дома, у меня готова сама коробка, сам фасад, и я уже занимаюсь его именно декорированием. Поскольку Зели очень любит зелень, я вижу по скриншотам, что там очень много зеленушки всякой, добавляю ее вообще никак не щадя, не экономя. Не кидайте меня тапки, вы видели, что она построила, я нет. Как-то так. Немножечко поговорим по внешней части дома, а именно внутреннему уголочку для чил-зоны, скажем так. Я поставила там зону столовой, зону с зонтиком, где можно приятно посидеть, отдохнуть. И единственное, что я увидела для этой локации, это то, что там стоят фонарики. Я больше ничего не увидела, абсолютно ничего. И я поняла, что здесь придется мне генерить идеи, потому что, а как иначе? Что ничего я больше не вижу и не понимаю. В итоге у меня здесь было 3 зоны. Это зона для расслабления с зонтиком, с маленьким таким столиком, не назову его кофейным, ну, это просто такой, знаете, приставной столик. Зона столовой, где можно прям посидеть активно на улице, покушать. И, естественно, зона барбекю, она такая маленькая, там банально просто стоит одно место для размещения, где можно, собственно, приготовить себе там какие-нибудь сосисочки или овощи на гриле. Ну и, в принципе, это все. Кстати, пока не забыла, хочу сказать, что я не уверена, что дом стоит ровно так же, как поставила его Зелли на участке, потому что я получила скриншот, и единственное, что я увидела, это то, что он стоит на островке, и непонятно, где право, где лево, он в какой стороне вообще размещен. Мне показалось, что левая сторона дома как раз-таки выходит на единственную дорожку, тропинку, скажем так, поэтому разместила его именно под таким углом. Не факт, что это действительно правда. И по поводу веранды с левой стороны. Я не уверена, что она есть, потому что непонятно мне по скриншотам, есть ли она или нет, но я разместила, надеюсь, она действительно там есть. Она, по крайней мере, скорее всего, будет в последующих домах. Зелли, извини, если ее там нет. А на этом мое видео подходит к концу. Я передаю трубочку следующему участнику. Всем спасибо за просмотр. Увидимся дальше. Алло. Как меня слышно? На связи Ирина с канала Джелли Сим. Сегодня я вам показываю мою часть эстафеты, мою версию постройки по блюру, которые мне скинули. И я вначале показала, значит, блюры, которые я получила, да, вот, смотрим. И, в общем-то, то, что я построила. Значит, в этой постройке, как, наверное, во всех предыдущих, которые мы делали в рамках этого челленджа, у меня самая основная проблема всегда с окнами, с колоннами. Еще вот конкретно в этой постройке я не могла понять, что это за крыша, что это за тип крыши,
крыши, потому что мне казалось, что она должна быть ярче. Почему-то все, что я подбирала, у меня было недостаточно ярким, и было довольно-таки интересно. Но мне пришлось очень много всего вырезать, потому что то, как долго я подбирала все, как обычно, это, я думаю, было бы не очень интересно смотреть. Там вот есть вид сзади, какой-то типа балкон или что-то вроде того. Я не понимала вот эту конструкцию. Я не понимала, как идут вот эти вот колонны, потому что мне показалось, что крыша выступает, там есть балкон, и еще вот это пространство, где крыша все еще выступает, но балкона там нет. Мне показалось, что там тоже есть какая-то колонна. В общем, я пыталась построить то, как я это видела, но это получалось максимально странно, поэтому я убрала лишние колонны. И я не очень понимала еще, как сам балкон был центрирован, то есть он был по центру или нет. То есть, короче, вот какие-то такие вещи на блюре, они очень сильно размываются. И мне кажется, что конкретно в этой постройке было очень легко понять, где перед, где зад, где бок, и, в принципе, нормально скоординироваться. Но все равно в деталях, в мелочах было не совсем понятно. Я думаю, что здесь еще за счет, как я уже сказала, локации фона и цвета и света, самое главное, было более-менее понятно. Цвет здания самого, да, самого дома, какие-то такие вещи, они были на свету, было довольно-таки легко подбирать. Но, в общем, все равно я страдала, немножечко помучилась, но в целом получилось, я думаю, нормально. Напишите, как вы думаете, похоже ли у меня получилось на то, что я получила, блюры. И деревья тоже в этой постройке мне было относительно легко подобрать. Ну, потому что там пальмы, да. Спасибо, что меня позвали принять участие. Я надеюсь, что вам понравятся остальные части этого челленджа. Ну и вот, в общем-то, что у меня получилось, а я передаю трубку последней участнице эстафеты. Алло, на связи Стейси. Он был изначально для меня еще остается загадкой. Домик находится вот здесь. Это участок у нас 20 на 20, поэтому переходим туда. Ну что ж, по традиции начнем тогда со стен. У нас тут вообще микрокрошечный такой домик получается. Вроде как дом у нас даже без фундамента, поэтому я его тоже делать не буду. Это, наверное, первый мой дом такой будет без фундамента. Я, конечно, не уверена, но возможно. И я думаю, что у нас тут тоже какая-то такая вот платформа есть вот с этой стороны. И, в принципе, знаете, как дворик какой-то, ну, такой микродворик присутствует. Весь дом у нас закрыт кустами. Хоть соседей нет, но подглядывать, возможно, всякие пипинги будут. Поэтому мы от них закрываемся кустами. Мне кажется, что там поменьше кусты есть какие-то даже. Но, если честно, мне просто лень их искать. Поэтому у меня будут такие кусты. Такой прям малюсенький домик у нас сегодня будет. Кстати, там какие-то еще ворота. Мне кажется, что это даже изгородь, может, у нас тут была. Ну, если это была изгородь, простите меня, пожалуйста. Я не хотела ничего портить. Как бы все. Вот такой вот у меня вид спереди получился, вроде бы даже похож. Здесь вот это дерево есть. Еще сзади какие-то деревья. Но мне кажется, это вот эти вот два. Плюс пальма. Ну, пальма у меня единственная не там стоит. Сейчас мы ее сюда переставим. Все, пальма готова. Дерево можно чуть-чуть дальше. И так. Ну, вид спереди 100%, мне кажется, похож, кроме вот этой вот пальмы. Так, посмотрим, что у нас там вид сбоку. Это получается вид сбоку у нас с вот этим вот деревом. Оно совсем вот здесь вот у нас стоит. И здесь у нас зеленушки прям много. У нас тут какой-то плющ. Вот этот плющ у нас. Он тут прям полностью весь дом облепил. Все как я люблю, в принципе, да. Ну, в общем, чисто на импровизации, так как мне этого бока не видно. Я здесь тоже насадила всякой зеленушки. Он такой у нас весь облепленный. Вообще просто такой малюсенький домик. Я не знаю, у меня вообще что-то получилось или нет, но мне кажется, он очень сильно похож. Вы только посмотрите, как он выглядит спереди, как он выглядит сбоку. Мне кажется, здесь вообще максимально похож. И вот у нас вид сзади, мне кажется, тоже, что здесь тоже максимально все похоже. Я сейчас от себя добавлю еще всяких штук и перейдем с вами строить внутри. Approximately 10 hours later. Ну что ж, вот так наш домик теперь выглядит ночью. Вообще очень классно так подсвечивается. Кстати, здесь очень крутые звезды вот там. И мне этот домик очень нравится. Теперь я передаю трубку Зелли для подведения итогов. Алло, на связи Зели. Что же, мы действительно подошли к итогам нашего челленджа «Сломанный телефон», и теперь давайте разберем, как изменился дом на каждом этапе его передачи. В целом передний план не изменился. Основной силуэт дома остался прежним, но концепция немного изменилась. Например, дерево с желтыми листьями пропало, зато добавилось больше пальм.
Второй этаж получил арки вместо окон, а входная зона значительно преобразилась. Вместо простого входа теперь появилась целая веранда. На боковом виде изменения еще заметнее. Там, где у меня была простая стена с окнами, теперь есть зона с входом, отдыхом, зеленым диваном и несколькими столиками. Кстати, забавно, что я сама хотела их добавить, но в итоге убрала. Мои каменные столы, лавки и фонтан с колодцем исчезли. Неудивительно, ведь на размытых фотографиях их было сложно разглядеть. Зато фонарики и зеленые насаждения на стенах остались, за что огромное спасибо Кседа. Зелени много не бывает. Один из самых заметных изменений в заднем виде — это побег калитки и забора. Окна первого этажа пропали, но зато второй этаж обзавелся арками. Теперь сквозняки гуляют по дому еще лучше. Тоже, надеюсь, жильцы не простынут. Хотя, зачем переживать, если здесь еще есть кондиционер? Такие изменения произошли уже на первом этапе, а ведь это только начало. Следующие участницы тоже внесли свой вклад, поэтому давайте разберем, как дом менялся дальше. На переднем плане дом, в общем, сохранил свои основные черты, но несколько изменений все же произошло. Желтое дерево, которое исчезло на первом этапе, снова появилось на переднем плане. Также мы видим, что на втором этаже исчезли арки, а вместо них появились привычные окна. На первом этаже огромная веранда, которая была у Кседа, исчезла. И, кстати, интересная деталь. Калитка забора осталась прежней, несмотря на все изменения вокруг. Но сам забор был слегка изменен. Удивительно. Изначально я тоже хотела поставить этот забор, но убрала его, посчитав нужным просочетать цвет забора, то есть красный, с цветом крыши. На боковой стороне дома видны более заметные изменения. Столики, которые были на предыдущем этапе, исчезли, а стена дома поменялась. Но все же место для релакса осталось, только теперь вместо удобного и комфортного зеленого дивана стоит зеленая жесткая лавочка. На заднем плане калитка на этом этапе так и не вернулась. Но интересно, что на первом этаже появились новые окна, что заметно изменило внешний вид. Помимо этого, Джелли добавила зелень с деревянной решеткой, которая стоит в углу дома. И просто интересный факт, что эту зелень с деревянной решеткой добавила Кседа как раз-таки на первом этаже вместо окон. Это просто факт. Ладно. Посмотрим, что же произойдет с домом на последнем этапе и какие изменения она принесет в финальную версию дома. Итак, сама форма дома осталась без изменений, однако все вокруг изменилось кардинально. Двойной забор из зелени, калитка, а также еще больше зелени на фасаде дома. Но что, кстати, не изменилось, это дерево с желтыми листьями, которое оставалось на всех этапах, кроме Кседа. Интересная деталь: каменная лавка, которую я добавила на своем этапе еще на заднем дворике, теперь украшает передний вид. Также на переднем плане появились почтовый ящик и мусорка, которых не было у Джелли, но которые присутствовали у меня. Вход в дом претерпел изменения, а на крыше появились солнечные панели. На боковом плане изменения продолжаются. На заднем дворе появился маленький фонтанчик, а также еще один вход. Однако, что интересно, стены дома стали однотонными, в отличие от того, что было на предыдущем этапе. На заднем плане балкон был расширен, и также была добавлена дверь. И, кстати, окна на стенах остались в прежнем количестве, по 3 на каждой стене. И опять же удивительный факт: зелень с решеткой все так же присутствует в углу дома. Наш строительный челлендж подошел к концу, и, конечно же, каждый из нас вложил в этот проект свою уникальную атмосферу и идеи. Что же, не забудьте перейти на каналы наших участниц Кседа Сим, Джелли Сим и Стейси Симс, чтобы увидеть их интерпретацию данного челленджа. Конечно же, и там вы увидите меня и других участниц, но уже с другими домами, уже с другими постройками, уже с другими перевоплощениями. Спасибо всем, кто был с нами в этом челлендже. Надеюсь, вы получили удовольствие от просмотра. Всем хорошего дня и до новых встреч!